Еще один отличный базовый узор для теплых зимних вещей на замену привычной лицевой глади или узора рис. Для узора нужно набрать число петель кратное 3 плюс 2 петли симметрии плюс 2 кромочных. Набрала я 19 петель и перехожу к вязанию. Первый ряд будет установочный, в раппорт он не входит. Итак, установочный ряд, изнаночная сторона. Первую петлю снимаю, это кромочная, и дальше повторяю так: изнаночная, изнаночная и лицевая. То есть 2 изнаночных, 1 лицевая, чередую до конца ряда. Изнаночные петли и лицевые я вяжу классическим способом, не бабушкиным. Про разницу вязания этих способов у меня есть отдельное видео. Если вам что-то непонятно в методе моего провязывания изнаночных петель, то это видео будет внизу в описании, либо вот здесь по подсказке. Итак, вяжу до конца ряда, повторяю 2 изнаночных, 1 лицевая. И опять 2 изнаночных, 1 лицевая. Заканчивается этот ряд 2 изнаночными петлями. Это петли симметрии. 1, 2 и кромочная. Кромочную я делаю лицевой. Первый ряд узора, он же установочный ряд, готов. И теперь перехожу к первому ряду узора. Итак, первый ряд, лицевая сторона. Кромочную снимаю, не провязанной. И дальше работаю следующим образом: 1 лицевая, 1 лицевая, следующая петля изнаночная, ее я снимаю как изнаночную, нить на спице, получается снятая петля с накидом. И повторяю это до конца ряда: лицевая, лицевая, петлю снимаю с накидом, лицевая, лицевая, петлю снимаю с накидом, лицевая, лицевая, петлю снимаю с накидом, лицевая, лицевая, петлю снимаю с накидом. Остается в конце 2 петли симметрии, 1 кромочная. Вяжу лицевая, лицевая, последняя кромочная, опять лицевая. Первый ряд готов. Перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд узора, изнаночная сторона. И здесь работаю следующим образом: кромочную опять снимаю, не провязанной, и вяжу так: изнаночная, опять изнаночная, дальше идет лицевая петля и накид. Эту петлю и накид снимаю и добавляю еще 1 накид на правую спицу, то есть вот так. Это и будет раппорт в этом ряду. И снова изнаночная, изнаночная, петлю снимаю с 2 накидами, получается изнаночная, изнаночная и петлю снимаю, изнаночная, изнаночная, и петлю снимаю, и снова изнаночная, изнаночная и петлю снимаю. Остается последние 2 петли симметрии и кромочная. Петли симметрии — это 2 изнаночных, кромочная, лицевая. Третий ряд узора, лицевая сторона. Опять кромочную снимаю не провязанной и дальше работаю следующим образом: лицевая, лицевая, дальше у меня петля, снятая с 2 накидами, получается 3 петли, 1, 2, 3. Их все 3 провязываю вместе изнаночной, вот так. Опять
лицевая, лицевая, 3 вместе изнаночные. Вот он раппорт этого ряда. 2 лицевых, 3 вместе изнаночных. Раз, два и 3 вместе. И опять раз, два и 3 вместе. Раз, два, 3 вместе. И остается 3 петли, 2 петли симметрии, 1 кромочная. Петли симметрии вяжу лицевыми, кромочную тоже лицевой. Так, третий ряд готов. Четвертый ряд. Четвертый ряд, изнаночная сторона. Первую петлю снова снимаю, это кромочная, снимаю ее не провязанной, и дальше чередую 2 изнаночных, 1 лицевая. Фактически этот ряд работаю по узору, по рисунку. 2 лицевых, 2 изнаночных, конечно же, 1 лицевая. 2 изнаночных, 1 лицевая. 2 изнаночных, 1 лицевая. 2 изнаночных, 1 лицевая. Петли симметрии, это 2 изнаночных, раз, два и 1 лицевая. Раппорт будет состоять из 3 петель и 4 рядов в высоту. 4 ряда я связала, и дальше повторяйте с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Довязала я этот образец в высоту. Смотрите, что получается. На лицевой стороне образуются такие вот ячейки, клеточки. Они рельефные, они выпуклые. А вот так выглядит техническая сторона, она же изнанка этого узора. Здесь тоже все аккуратно, но лицевая, конечно же, вот эта. Узор отлично подойдет для кардиганов, свитеров, шапочек, шарфиков на замену привычным всем лицевой глади или, допустим, узора рис. Пример изделия, связанного этим узором, я добавлю в это видео. Здесь машинная вязка, этот свитер связан не мной, но вот и на спицах тоже у меня все получилось. Рекомендую, как всегда, для рельефных узоров брать максимально возможный номер спиц из рекомендованных к вашей пряже, и тогда узор получится объемным, выпуклым и воздушным. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.